Здравствуйте. Вы испытываете стресс от одной мысли, что вас могут уволить. По причине, что вы плохой работник, по причине сокращения, по причине экономики, там, политики, чего угодно. Если я вам скажу, не надо этого бояться, вы можете там найти другой путь, вы меня не поймете. И никогда не срабатывала фраза «не надо этого бояться». Почему? Да потому что это ваш страх. Люди, которые вам об этом говорят, у них такого страха нет. У вас есть. И как от этого стресса избавиться? Вы можете найти другую работу, вы можете остаться на этой. Но и в том, и в другом случае вы будете испытывать стресс. Очень сильный стресс. Вы будете постоянно волноваться, вы будете переживать, вы будете испытывать очень большой физический дискомфорт, вам будет плохо. А самое главное, что после вот этого перенесенного стресса, после этого дискомфорта вы будете чувствовать опустошение, утомление. И это утомление, оно постепенно, достаточно быстро, оно перестанет исчезать. И вы будете чувствовать себя опустошенным постоянно. Вы будете объяснять себе, что это из-за того, что вы боитесь быть уволенным. Не совсем так. Точнее, совсем не так. Страх увольнения является лишь триггером. Все остальное находится здесь. И можно ли это как-то изменить? Можно. Можно изменить навсегда. И получать от жизни удовольствие. Получать от работы своей удовольствие и не думать о том, что вас могут уволить. Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математической моделью нервной системы. И на этом канале я рассказываю вам о прикладном значении, прикладном использовании этой модели. Почему вообще мы испытываем вот этот страх увольнения? Почему у других людей его нет? Почему вы говорите, ну вот другой же, вот мой друг, он же этого не боится, он же от этого не волнуется. Почему я такой? Да потому что у него данного страха нет. У них есть другие. Но откуда вообще берется страх? Что такое вообще страх? Дело в том, что по нашим нервам протекает только электрический ток. Там не протекает страх, тревога, радость. Нет, только электрический ток. Наши же эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И больше никакой функции с точки зрения физики, нейрофизиологии эмоции не несут. Они просто показывают, как много тока поступает. Но эмоции бывают позитивные и негативные. Почему? Да потому что единственным источником энергии для формирования, работы огромных рефлекторных комплексов, которые мы называем своим опытом, своими знаниями, является рецептор. Рецепторы делятся на две большие группы – внешние и внутренние. Внешние рецепторы преобразуют в электрический сигнал все виды энергии, которые нас окружают. Кинетическую, световую, тепловую, любую. И превращают это в нервный импульс. И эту энергию мы получаем просто так. Вселенная с нами ей делится. Сколько можем, столько получаем. В то время как внутренние рецепторы, они тоже дают энергию, но они могут генерировать энергию только при изменении физического и химического состава нашего организма. Во-первых, это намного меньше. Энергия Солнца, энергия изменения локального, изменения физического состава организма несопоставимы. А во-вторых, сильное, резкое изменение физического, химического состава нашего организма мы воспринимаем как боль. А значит, что энергию для работы, для жизни нервной системы мы можем получать только двумя способами. От Вселенной и от боли. От окружающего нас мира мы получаем энергию много и просто так, а энергии боли мы получаем мало. И мы должны сформировать вот этот вот участок. Чтобы воспользоваться этой энергией, этим аккумулятором, мы должны этот аккумулятор зарядить. Мы должны потратить свою энергию. Ту энергию, которую мы могли бы потратить на жизнь, на счастье, мы тратим на зарядку вот этого аккумулятора. Мы тратим на формирование боли. И каждый раз, когда мы испытываем сильные ощущения за счет боли, потом мы должны его зарядить. То есть после использования этих аккумуляторов мы чувствуем опустошение.
Вернемся к вопросу, почему эмоции делятся на позитивные и негативные. Да потому что позитивные эмоции – это энергия, полученная извне, на которую мы не тратим свои силы, свою энергию. И негативные – это энергия боли, после которой мы должны зарядить аккумуляторы. Мы чувствуем утомление, мы чувствуем опустошение. И ваш страх увольнения определяется только тем, что у вас существует опыт, рефлекторный комплекс, который энергоснабжается болью. И вы каждый раз, когда думаете об увольнении, вы испытываете дискомфорт, боль, сердцебиение, тошнота, да, что угодно. Любой орган берите, его дисфункция и те ощущения, которые вы при этом будете испытывать. У кого-то одно, у кого-то другое. Но по сути вы энергопотребляетесь от боли. И после этого стресса вы опустошаетесь, потому что вам нужно заряжать опять вот эти вот изменения, полностью их подзарядить, чтобы вы могли им воспользоваться. И как же теперь избавиться от страха увольнения? Вы можете ходить на какие-то курсы мотивационные, где вам будут рассказывать, что увольнение это не страшно, что вы самый лучший работник, что вы будете все делать. Да, при таком подходе вы формируете новый рефлекторный комплекс, который содержит те же самые триггеры, да, увольнения, но при этом не содержит боль. Прекрасно. Но, а кто сказал, что при появлении вот этих вот триггеров, механизмов включения рефлекса, вы не будете пользоваться обоими этими рефлекторными путями? То есть ваши чувства будут теперь уже двояки. С одной стороны, вы выучили о том, что да, ну что, увольнение это не страшно. Вот меня все мотивируют, что увольнение не страшно. А с другой стороны, вот где-то подсознательно, мы называем это подсознательно, но по сути срабатывает второй, тот самый исходный рефлекторный комплекс, когда вы испытываете негатив. Дело в том, что боли, они постепенно нарастают. Радость потихоньку убывает. Почему? Я уже рассказал. Потому что энергия, которая может идти просто на счастье, ей приходится переходить для восстановления аккумуляторов, для наращивания аккумуляторов, увеличения аккумуляторов. И постепенно аккумуляторы постепенно заменяют источник энергии Вселенной. Мы становимся все более и более болезненным. И то же самое вы получите. Ваша работа вас все равно перестанет удовлетворять. И вы будете искать, если вы перед этим боялись увольнения, то теперь, возможно, вы будете искать другую работу, потому что да вы все равно подспудно чувствуете себя плохо. А что же делать? Я предлагаю вам использовать метод аппаратной психотерапии. Попробовать. Почему попробовать? Да потому что первые 5 суток после регистрации на сайте вы получаете абсолютно бесплатно. Какой курс вы за это время пройдете, это ваше дело. Вы можете пройти всего один сеанс, вы можете по 5 сеансов в день проходить. Это ваше дело. Если вы будете выполнять инструкцию, вам поможет. И только после этих 5 дней вы можете уже решить, продолжать дальше или не продолжать. Помогает вам или нет. Если вы не выполняли инструкцию, вам не поможет. Не надо дискредитировать метод. Ищите свой путь решения данной проблемы. Пытайтесь. Я же говорю с теми, кто понимает, что любая физиотерапевтическая методика требует четкого алгоритма выполнения. Как проводится аппаратная психотерапия? Да очень просто. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. И задача аппаратной психотерапии аудиокатарсис – уменьшить сопротивление нервных волокон, пустить электрический ток по путям наименьшего сопротивления, сделать так, чтобы энергии с внешних рецепторов было достаточно, чтобы не нужно было пользоваться рецепторами внутренними. И энергия, альтернативная энергия боли вам станет не нужна. Вы просто перестанете переживать. Вы даже не заметите, как быстро вы перестанете об этом волноваться. Ваши эмоции станут позитивными, потому что вы переключились на другой путь, на другой источник энергии. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь. Избавляйтесь от страха, что вас уволят. Избавляйтесь вообще от своих страхов.
Подписывайтесь на канал, узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Делитесь этим видео со своими друзьями, пусть они тоже узнают, что страх в нашей жизни не нужен, что жить можно, получая удовольствие, быть энергичным и счастливым человеком. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте энергичны, и страхи покинут вас сами.